Ребятушки, приветствуем вас в городе Майами, штат Флорида, Соединенные Штаты Америки. Сегодня у нас небольшое, но интересное видео из серии «Какие вообще штуки в мире бывают?». Позади нас Porsche Design Tower. Это первое и единственное в мире здание, разработанное при участии Porsche Design. Там внутри находятся 3 лифта для автомобилей. Вы можете прямо с улицы подняться в квартиру на лифте, не выходя из машины. Строительство этого здания началось 19 апреля 2014 года и завершилось в январе 2017 года. Спроектировано оно компанией Ziegler Zuarez Architects при участии, собственно, Porsche Design. Стоимость строительства $560 миллионов. Здание высотой 195 метров, 60 этажей, по всем параметрам это, собственно, уже небоскреб. Внутри у нас 132 апартамента, самая простая квартира 290 квадратных метров. Стоимость квартир на старте в этом здании была от 4 до 32,5 миллионов долларов. В каждом апартаменте гараж на 2 или на 4 автомобиля. Прямо вот с этой дороги вы можете заехать сюда, в специальный лифт и подняться в свою квартиру на машине. Что мы сегодня и сделаем. Идем. Так, мы спустились в гараж. Значит, машина — это как ключ. Мы не можем заехать на любой машине сюда. Каждая машина зарегистрирована. Лифтов 3. Раз, два и там вот с той стороны еще один. А какую машину максимум можно сюда загнать? Размер? Да. Любого размера заходит. То есть Cayenne влезет, а Escalade? Escalade, да. Так, лифт, значит, лифт открылся. Cayenne помещается сюда. Окей. So you can translate. Ага. So what we're going to do is the car has a reader. It Yes. read the identification. We are going to just drive in right here like this. It's going to tell us to stop. Да, там Right специальный there. указатель левее, правее. Вот, правее. Стоп. It tells us to stop. I always move a little further. Интересно. Then I have to turn the vehicle off. Ага, паркинг And выключаем. pretty much that's it. Так, процесс пошел. Все на автомате делается. But you can also get out of the car and send the car up by itself, and you can go up to your apartment with the elevator right there, so you don't even have to wait. Так, You wanna, нас приподняли, нас завозят туда внутрь. you probably want a Wow. videotape going around, Вау, закрывается. and you keep your hand in. Yes, руки не доставать, сказали. Ребятушки, мы едем на машине в лифте на 38 этаж. Это вообще Sometimes как? you can be in the car now, Yes. and you see other cars going by. Ау, другая машина может какой-нибудь Rolls-Royce рядом It's very проезжать, busy а вы на now, своем so there's a Porsche lot едем of вверх. cars going up and down at the same time. Открывается. Really interesting. Like, A lot of people know what it is. yeah, a lot, So a many lot. people. Мы дома? We're home. We're home. We're home. Right Дома, there, we're in the нормально. house. Yeah. Класс. Don't open the door yet. Выходим. Так, идем. О, квартира. Джакузи. Балкон с джакузи. Надо фоточку сделать. Запустим. Значит, квартира в ремонте. Это в ремонте квартира. Мы едем на 16 этаж. We're gonna go to Лифт прям в квартиру. То есть только по карточке. Вы не можете попасть в чужую квартиру на лифте. Но лифт прям в квартиру выходит. Вот квартира. А в квартире получается 3 лифта. Гараж, с чего мы начали знакомство с домом, вот просто гараж. Есть квартиры с четверным гаражом, то есть для 4 машин. Этот гараж такой простенький на 2 машины. Вот, соответственно, может раз машина заехать на лифте, подняться, а потом еще одна машина подождать и подняться сюда. Ну, машины, сами видите, вот примерно вот таких габаритов, как платформа. Cadillac Escalade не Long сюда поместится, как нам сказали. Много технических моментов, повторюсь, о которых хочется рассказать, но мы немножко ограничены во времени. По лифту так вообще миллион вопросов лично у нас, но надеемся, в следующий раз. Пойдем в квартиру посмотрим. Тут даже своя система кондиционирования. Представляете, вон, управление климатом здесь есть. Вот квартира. Это вот все уже здесь стояло. Так сдаются очень многие квартиры в Соединенных Штатах. Вот такие вот дорогие апартаменты, чтобы, так сказать, когда вы покупаете квартиру в таком доме, не слушать долбежку ремонта сверху-снизу, хотя шумоизоляция здесь отличная, но сдается уже в чистовом ремонте. И мебель много уже стоит. То есть заехали, сразу в тишине, в красоте живете. Это что, холодильник? Да тут коня можно сюда целую лошадь засунуть.
Это морозилка была, вот холодильник. Ребятки, зацените размер холодильника. Там морозилка, а это холодильник. Есть прачечная, здоровенная стиральная и сушильная машина Whirlpool. О, система приточной вентиляции и кондиционирования. Ребятки, трон открылся сам. Я зашел, он такой, привет, сразу открылся. Тут еще два. Нет, это четырехместное. Так, мы это самое. Ой. Ну вот. Что теперь делать будем? Дверь закрыта. Тут два гаража. В этой квартире два гаража. Это не самая большая квартира, но здесь все равно два гаража. Еще две тачки можно поставить. Неплохо. Но вот дверь закрылась. Это меня, честно говоря, больше волнует. Так, мы спасены. Значит, идем дальше. Вы видели? Вот это как происходит. Гардероб. Знаете, такие пакетики на Авито в аренду дают. Девушки фоткаются в Инстаграме, потом выбрасывают или возвращают. Спальня. И это вид у нас вот на соседнее здание. Но, видите, стекла тонированные. Еще один туалет. Тоже умный, наверное. Ну-ка. И еще один гардероб. И еще одна спальня. Подожди, еще одна комната? О, вот это да ладно. Двойная душевая кабина. Пятый унитаз, осторожно, ребятки, называем пятый унитаз. Третья спальня и такая мини-гостиная. А в этой квартире около 320 квадратных метров. И это не самая большая квартира в этом доме. Не самая. Идем на балкон, вот он с той стороны. На балконе есть своя зона барбекю, бассейн на балконе. Ребятки, идем чуть вперед, и тут нас встречает Денис. Расскажи, твоя история, как ты очутился в Майами, что ты здесь делаешь, сколько живешь лет? Как очутился? Слушай, я приехал по Work and Travel в 2006 году. Так, классическая история. Все так начиналось. Так. Мне было 20 лет, я приехал в Нью-Йорк сначала на 2 месяца туда. Там прожил 2 месяца, оттуда уехал в Северную Каролину на год. И я услышал, что зимой в Майами есть работа, тепло здесь и так далее. В общем, все совпало. Я взял машину свою первую в кредит и приехал сюда. Это был 2007 год. И вот с того времени я здесь. Откуда ты сам? Ставрополь, Юг России. Ты из Ставрополя? Ай, да ладно, мы с тобой потом поговорим. Скажи, пожалуйста, чем занимаешься сейчас? Вот каждый день. Сегодня воскресенье, ты на работе с нами здесь. Да. Какой твой бизнес здесь? Чем ты зарабатываешь? Я работаю в недвижимости 8,5 лет. Я брокер по недвижимости. Вот, и мне очень нравится. Я как бы, ну, ты сказал, в воскресенье работаешь. Да. Я наслаждаюсь этим, впечатляет. Поэтому как бы у меня нету такой тяготы или чего-то такого, что работа. Как бы я только за. Что нравится, что не нравится? Я как бы нахожусь в месте, которое мне нравится. Я занимаюсь делом, которое мне нравится. И меня как бы все устраивает. Вот в этом дело. Поэтому я не вижу каких-то негативных моментов. Основной показатель, наверное, то, что когда я возвращаюсь сюда каждый раз в путешествие откуда-то там, ну, без разницы, куда мы летаем, возвращаюсь, я один там или с друзьями, всегда вот это наслаждение того, что домой я возвращаюсь сюда. Поэтому на данный момент меня все устраивает, я доволен, конечно. Я могу в цифрах сказать, сколько здесь стоимости. Давай. Допустим, аренда. Да. Аренда квартиры, но мы не берем первую линию, да, и все такое, как Майами, супер да. лакжери дорогое. Возьмем район Авентура. Там квартира будет плюс-минус там, на аренду, да, $2,500. 2000 долларов. Да, это двухкомнатная квартира, она будет квадратов 150. Это для семьи. Это я прилично, говорю, да. 150. Здания все, которые вот в этих районах, везде есть бассейны, спортзалы. Хочешь, не хочешь, ты все равно это получишь. Придется Удобно. терпеть. Да. Да, окей. Так, 2000 долларов. Да, Хорошо. плюс-минус 2-2,5. На еду сколько На нужно? еду, ну, я думаю, в районе $1000 можно, но опять же, в зависимости от того, да, у кого какие потребности, насколько большая семья. Да. Вот, еда $1000 и какие-то дополнительные расходы, машина. Я думаю, в среднем на семью, ну, 5-7 это можно комфортно жить. Здесь, в принципе, ну, ты будешь зарабатывать плюс-минус на старте там, ну, 1,5-2-3, я бы так сказал. От 1,5 и выше, смотря что ты будешь делать. Минимальная зарплата, там что-то плюс-минус долларов 8-9 здесь во Флориде, да. Ну, 8-9. давай возьмем 8 в час. 9 час. долларов в час. Да, но как бы Макдональдс это компании, которые там самые низкооплачиваемые зарплаты. Так. Поэтому если пойти куда-то там на стройку на ту же, помогать где-то, ты будешь зарабатывать больше, раза 1,5. Например, ну сколько
Долларов 12-15 час ты будешь зарабатывать на стройке. Сколько врач в больнице получает? Слушай, врачи хорошо получают. Учитель. У меня есть клиенты, Да. которые владеют 3 квартирами, они в районе, она врач. Врач. Она врач, Типа? она в районе там, до 400 тысяч, там 350-400 тысяч у нее в год. Получается в месяц Да. там 30 30 врач. 35 тысяч в месяц. Про квартиру-то расскажи. Вот она продается сейчас. Да. 300 примерно 20 метров, да, ты сказал? Квартира. Да. Это не самая большая квартира в этом доме. Нет, самый большой пентхаус за 32 миллиона. Там в районе 900 была внутренняя площадь, еще балконов в районе 700 квадратных метров. 700 квадратных Ну, там. метров балконов. Да как кто покупает-то? Русских тут много, мы видели. Русскоговорящие Прям есть, вот мы да. сейчас шли по пляжу русские повсюду вообще. Что русские люди делают? Здесь есть владельцы русскоговорящие из Украины, я знаю, есть из Казахстана владельцы. Так. Вообще в целом Sunny Isles. Так. Это район маленькая Sunny Москва. Isles. Sunny Isles Beach, да. Ага. Это маленькая Москва. На Википедии, если посмотреть, Так. Little Moscow. Серьезно? Да, серьезно, вот прям так и написано. Здесь очень много русскоговорящих. Плюс еще здесь очень много таких новых топовых зданий, в которых люди хотят жить. Я ни разу не пожалел своей жизни, у меня даже мысли ни разу не возникло. У меня был определенный путь, когда ты приезжаешь, ты никого не знаешь и так далее. $500 у меня было, родители дали. Как бы, и я могу так сказать, если сам человек задумается о том, чтобы как-то изменить свою жизнь, без разницы, пусть он таксистом, кем угодно, то я рекомендую сделать этот шаг. Он будет сложный, по-любому, он будет непредсказуемый, но любой человек, который здесь живет, могу сказать, все довольны своей жизнью. Как бы то ни было, как бы то ни было тяжело там и так далее. Все довольны своей жизнью, потому что здесь комфортно. Независимо от того, зарабатываешь ты 50 тысяч в месяц, или ты зарабатываешь 1000 или 2000. Да, ребятки, на этой приятной ноте, наверное, да, закончим. Сейчас еще о здании кое-что интересное там внизу расскажем, но спасибо большое, что уделил время. Пожалуйста. Все ссылки внизу. Если вы вдруг будете здесь и возможности позволяют, можете связаться по поводу недвижимости, уж точно с Денисом, он подскажет и расскажет. Еще раз спасибо. Спасибо тебе. Пожалуйста. Ребятушки, спасибо, что посмотрели. Porsche Design Tower в Майами – один из самых технологичных жилых домов в мире. Да, дорого. Вот эта квартира 320 метров, ну, сами понимаете, там много всего интересного, помимо жилой площади, около 6 миллионов долларов. Естественно, речь тут скорее не о деньгах, а речь о возможностях, речь о том, вообще, какие штуки в мире бывают, с чего начинали, тем и заканчиваем. Хотели вам показать, какие здания в мире бывают. Ждем ваши комментарии, Porsche Design. Если вам нужна недвижимость в Майами, но вдруг каким-то образом контакты и ссылки на Дениса внизу, обязательно посмотрите. И спасибо большое Денису за помощь в организации съемок. Ждем ваши комментарии, увидимся, пока.